что происходит на фронте. Поехал сам посмотреть, что и как. И ребята оттуда, с 8-го полка, Толик Хабиб, прекрасный парень, написал видеообращение к ребятам с квартала. На следующий день был свободен Саша Пекалов. И он подошел, говорит, куме, говорит, возьми меня с собой. Я рванул на передок, это Айдар был. Отвез. Набрал все, что было дома, поехал. Сели, наш желтый спринтер, тот, который на фронте всем хорошо известен, с сумасшедшим пробегом. Вот сели, поехали. Естественно, ночь длинная, утомительная. Саша лежит в спальнике, отдыхает. Ну, я первый раз, когда поехал, я вообще документы забыл. Представляешь, я все блокпосты проехал без паспорта. Степаныч рассказывал, говорит, кого везешь? Он говорит, Янукович, это ладно. Приезжаем туда на фронт. А в это время шли очень ожесточенные бои за Луганский аэропорт. И раненых свозили именно туда, где был военно-полевой госпиталь. Вот Сашу забрали сразу туда, Пекалова. И он там подписывал ребятам флаги. И тогда вышли доктора и попросили, если можно, зайти там к пацанам наверх, там, где в операционную, все это. То вот тут было жестковато, конечно. У раненых много. Был прикольный такой момент один. Прикольный, тяжелый, но интересный. Я всегда с собой ножи ношу. И зашел, и там один хлопец, я даже не знаю, там очень много процентов ожогов. Родители стоят, наверное, на года 2 или 4 меня старше всего лишь. И вот он был раненый, очень тяжело контуженный после Луганского аэропорта. Я подошел, он раз на секунду там сфокусировалось, понятное дело, что он там под препаратами, наверное, какими-то был, потому что обезболивающие давали. И тут меня узнал, вообще не понял, что произошло, как это так. Що я тут делаю? Відкриваю очі, дивлюся. Відома людина, але не розумію хто. Ну, відомий, не можу пригадати. Він до мене посміхається, тягне руки, я тягну руки йому, тяжко. Я ему отдал нож, сразу положил. Вот. И потом я его встретил на футболе, этого парня. Его потом, оказывается, на реабилитации был. В Америку отвезли. Ну, подлечили. Ну, ожогов многовато. Больно все вспомнить. Но вот после этой поездки Саша приехал в майке Версаче. Назад он уезжал в тельники, которые ему дали десантники с 80-ки. И провожали его криками «Слава Украине!». Приехал оттуда в тельняшке на концерт. Да в мене, понятное дело. Отдал все, что было. Ну, это было, конечно, жестко. В квартале было принято решение. Сразу после этой поездки квартал выехал на гастроли. Не на гастроли, с концертом к ребятам на фронт непосредственно в Краматорский аэропорт. Они собрались вместе, да, и приняли решение, что нужно День независимости, чтобы пацанам устроить праздник, потому что им там совсем туго. И решили поехать поддержать пацанов. Стояла сцена маленькая, а парни сидели кто на боевых тачках, на машинах, кто сидел на БТРах, кто сидел просто так, на чем придется. Всем привет, ребята. Мы не можем сказать точное место, где мы находимся. В общем, лесами, полями добрались мы к нашим ребятам, доблестным воинам, которые части находятся между Славянском и Краматорском. В общем, здесь мы выступаем, естественно, только с одной целью – поддержать ребят. Особенно приятно это делать в День независимости. Поддержим их вместе. Еще было такое, знаешь, такое какое-то пограничное ощущение, что мы в такой ситуации, может быть, действительно там успеть несколько песен и не сильно не про юмор, а потом они сказали, вы просто не понимаете, что происходит. Вы не понимаете, насколько нам нужен этот. Если бы не вы, мы просто не вылезли бы из этого. Нам нужна разрядка. Спасибо вам. Дайте нам полный большой концерт. Мы там дали большой концерт с юмором, со всем. Замечательным днем, с Днем независимости, нашей независимой, большой, любимой страны Украины. Ура! А я штандартенфюрер ГАИ Петренко. Юрочка, ты присаживайся. Да, спасибо. Хорошо, стулья железные, да? Все равно не могу понять, как она могла хотеть быть вами, если она это коляска. Господи, да вы что, не знаете коляску? Один германский укольчик, и она бац, снова каравай.
Каравай. Она же специально была коляской, чтобы не быть как Юра Фуфайка. Да, видите. А я патрулировал, веренный мне участок дороги, вот, и остановил помазанника Божьего. Кого? Батюшку. Ну. Вот, а он был за рулем в нетрезвом состоянии. А ты кто? Я инспектор ГАИ, я же говорил. А напомни мне, кто ты? Я люблю свою родину, вроде бы, хоть порою искал и другой судьбы. На Майдане стояли все вроде бы, власть в итоге сменили мы якобы. И ООН поддержала нас будто бы, и нам стало жить легче. Вы настоящие герои. Мы вам очень благодарны за подаренное то время. Мы знаем, как вы действительно заняты. Спасибо вам за подаренное время. Мы отвели дух, почувствовали вашу силу в ваших аплодисментах, в вашем смехе. Возвращайтесь только живыми и только с победой. Спасибо вам большое. Спасибо! Вы там попали в такую... Это была и не траншея, но там был такой бетонный корпус у нее. Там пряталось, по-моему, 11 человек. Не пряталось, но имеется в виду, от стрельбы они не прятались. И вот все было, вокруг все стреляло, все бомбилось. Был какой-то кошмар. И они там, он не терял людей. И оттуда в разведку они выходили. И они там были отрезаны, в принципе, от еды, от цивилизации и от жизни, по большому счету. И спали они стоя. Держались за счет того, что они были плотны друг к другу, то есть тело держало другое тело. Мы как раз, когда туда зашли, в этот атаку вошли, конечно, тогда это было, конечно, уникально. Там такая маленькая была полочка для одной иконки и свечечка. И все. Когда первый раз поехал, самый первый, я реально видел, как пацаны в тапках резиновых бегали. Это правда, это не ложь. Был один парень крутой, там разведчик, он все время молчал. И молчал, да, он очень много всего видел, он такой был в себе уже. Не просто, видимо, выходить из этого процесса. Но герой там. Самое сложное слушать, самое сложное видеть пацанов, которым там по 18, по 19 лет, и понимать о том, что там мать его отправила в кроссовках. Вернее, даже не отправила в кроссовках. Мать никогда бы, я думаю, что не согласилась бы на такое. А он сам пошел в кроссовках, которые ему подарили вот только-только. Когда мы туда приехали, это уже они привели жен. Это было на улице, это было в общем, на территории аэропорта, там, где была техника военная. И был такой накрытый стол, как он был накрыт, он понятно, что он такой был, вообще импровизационный, импровизированный стол. И это было как в старых фильмах про войну, когда приходят красивые жены офицеров, бойцов. Завтра непонятно, что будет, а сегодня это большой праздник. И это для них было важно. И жены, они сказали, что мы вам так благодарны, мы никогда не видели, мы давно не видели всех такими разодетыми, такими красивыми, в гражданской одежде, естественно, жены в платьях. Вот. Приятно. Вообще не страшно. Как ты знаешь, если честно, вот так вот ехали. Сложно понять, что это. Тут вроде забором. Я видел вот так вот, кто там, что там. Как-то так. Дома, конечно, разбиты. Такое удручающее зрелище, не совсем хорошо. Должно было быть все по-другому. Женечка, это тебе, дорогой. Подарок. Да ты что? Да, дорогой подарок. Национальной гвардии. Братан, я тебе чехол выдам. Да, скажи, Шева подарил. Шева, но не Андрюха, Шева. Не, Шева, не Андрюха. Не знаю, как классно. Было хорошо. Было такое полное ощущение удовлетворенности и гордости, что ли, за ребят, и гордости, что мы приехали, что мы хоть чем-то смогли помочь. Так мы живем, товарищи.
Нормально, арбузик я вот смотрю есть там, Есть. У спрятан. нас много чего есть спрятано. Да? Ну, стремновато. Я не могу сказать, что прям было страшно. Ну, стремновато, конечно. Когда ты едешь туда, где стреляют, ты понимаешь, что может случиться все, что угодно, то, конечно. Но, с другой стороны, пацаны поехали туда, они умеют стрелять, они защищают тебя, ты для них делаешь то, что ты можешь делать. Не стреляешь, но можешь там помогать всем, чем можешь. То есть, поэтому, ну да, стремновато было. Я не могу сказать, что мы прям какие-то железные люди, что у нас прям нету там чувства страха никакого. Стрёмно, стрёмно. После 14-го я не помню, какая следующая точка у нас была, но я помню, что у нас были воинские части, у нас был концерт в аэропорту в Мариуполе. Но там, правда, побольше уже сцена стояла, там были, скажем так, не настолько полевые условия. Но хотя же там, что там, в принципе, энергия была одинаковая. Честно говоря, для вас весь вечер на этой сцене студия «Квартал 95». Но мы будем стараться, а от вас просим только аплодисменты, больше нам ничего не надо. Добро пожаловать в вечерний квартал, мы начинаем, поехали. Наш вечерний квартал. Там честно как-то, там, наверное, они, другое, это самое, очень сложно оттуда возвращаться, почему? Особенно если там пару дней, как я вот там заезжаю, пару дней, потом очень сложно возвращаться, там, они, она или форма, как-то все равны, знаешь, то есть все какие-то, вот честные, настоящие. Хватит уже! Понял. Скажи, будь ласка, это дата народження. Ты там выступаешь вообще, как будто тебя очень долго ждали. Ну, так и есть, но как будто бы ты куда-то поехал, я не знаю, на крайнюю точку земли, где никогда не было ничего. Вот, и это такое ощущение, что все тебя очень любят. Посмотри, я вон тебе даже костюм новый купила. Вы же меня тут за идиота держите? Говори мне конкретно, какой у Лены размер груди. Ну, пусть будет 5. Во-первых, половины из того зрителя, который там был, уже сейчас в живых нет. А во-вторых, там пацаны с горящими глазами. Я не знаю, если это юмор, который дает столько сил и энергии, или там просто общение между нами тогдашнее, то это супер. Я думаю, что мы занимаемся хорошим делом, а им дай бог здоровья. Лена прекрасно поет песню про Путина. Лена, давай! Леночка! И... Я думаю, что есть моменты, но мне очень приятно было смотреть, какая дорога все туда ездит, как очень много людей туда. Как Саня Положинский, то есть очень много людей, которые ездят, и хочется быть тоже в команде где-то рядышком, приезжать постоянно и поддерживать, потому что им это необходимо. Мы помогаем, чем можем, и парни, которые там, говорят, людям, которые в этом ничего не соображают, нечего там делать. И сказали, так неудобно, что вы здесь, а мы там все. И как-то это все. Они сказали, это как раз их была история, что они сказали, ребят, вы даже не понимаете, мы бы вас сюда никогда не пустили воевать, потому что то, что вы делаете, и показали ребятам телефоны, и на телефонах были наши песни, которые поднимали им настроение, боевой дух, и они друг другу их передавали. И песни скачанные, это было безумно трогательно. Здравствуй, Вов. Мой позывной Клещ. Спасибо за то, что вы делаете. У меня вся семья сидит у телевизора, смотрит сериалы, которые вами написаны, которые изумительный юмор, хорошие актеры. Делайте вашу работу, которую вы делаете честно, откровенно. Мы тебя поддержим, все будет добро, брат. Привет.
Передаем вам этот флаг, этот автомобиль для вас, для вашего здоровья. Берегите себя, вы очень нужны Украине. Ну, а если это как-то поможет, лучше, конечно, чтобы не понадобилось. Но если хоть как-то поможет, ну и слава богу. Вот ты же по внутреннему ощущению помогаешь, правильно? И ты же, как тебе сказать, кто обращается, как правило? Обращаются волонтеры. Потому что волонтеры с первых дней одни из там, реальных спасителей нашей страны, одни из там, реальных воинов тоже нашей страны. Мы давали то, что нужно было, то, что нас просили. Вот очень много машин, я знаю, скорой помощи, они же не просто, они же гнались из Германии. Это не просто их комплектовали специально. Юра занимался, там у нас есть Юрий Степанович, вот один из волонтеров, он занимался этим. Я не говорю про вот эти машины Оливье просто в Новый год. Это просто прикольно было поздравить всех с Новым годом. Но такие там, важные вещи, то, что говорили, то мы и делали. Люди говорили не только про, кстати, скорую помощь, были и просто автомобили, им нужны были, они их оборудовали, джипы там разные. Ребята, отправляем вам на передок это чудо немецкого автопрома. Лично от себя желаю, чтобы она возила вас только на прививки. Пусть она вам поможет, чем сможет. Дай Бог вам здоровья всем. Берегите себя. Лучше за пивком на ней гонять. Все будет добре. Всем привет. Наших защитников, раненых, эвакуировали на УАЗиках 73-го года выпуска, на которые в Украине невозможно купить амортизаторы и тормозные колодки, потому что это российское производство. Так вот, когда машину от студии «Квартал 95» ребята купили машину в Бельгии, мы ее гоним. Ее 2,5 месяца растамаживает Министерство социальной политики. У них новогодние праздники. Ребята, о чем речь? Война. Но 2,5 месяца растамаживать машину, и машина стоит в терминале. В том самом терминале, где потом за парковку зарядили 18,5 тысяч гривен. Это что? Помощь от «Квартала» попала на место. Все, я на 9-ку сейчас машину отправлю. Спасибо вам велике. Спасибо. Дякуємо 95-му кварталу за такий подарунок. Дякую за те, що тільки щоб нас возили на прививки. Ну, я думаю, саме краще було повести всю Верховну Раду на нормальну прививку. Одну для всіх. Дякую ще раз за подарунок. Во Львове стоит 80-я бригада 10-й штурмовых войск. Та самая, в которой по сегодняшний день ездит скорая помощь с надписью «Ферри-95». И назвали ее, наверное, не случайно. Это от «Квартала» машина, которая там ездит. Сколько машин ездило? Если Юзик стеснялся писать, что он Юзик на машине, он писал «Спичка». Так мы его любя называем. «Спичка». Да, он на спичку мало похож, но мы же юмористы. Славян, командир 1-го батальйону 72-ї бригади. Він робить дві речі. Або закаляє, або ламає. Нас закаляє для того, для наших дальніших дій, для наших подальших перемог. Хочу сказати ще раз, сьогодні вручив Стьопі медаль, відзнаку 72-ї бригади імені Чорних Запорожців. Ви, на жаль, ушли вже. Всьому вашому колективу. Я не виписував пофамільно, я виписав одну для цього колективу, так як нас, ви все робите для нас, для нашої країни. Дякую вам за той концерт, за ту матеріальну допомогу. Ну і що хочу сказати, все одно перемога буде за нами. Потом был концерт страшнючий в госпитале. Это было... Ой, даже не помню, что это было. Было жестко. Было жестко. Конечно, жалко было тогда очень много ребят, побитых вообще. Но мы зашли, посмотрели на это все, поняли, что надо помогать. Здорово, пацаны. Привет, я Вова. Как жизнь? Да нормально. Ничего. Пойдет. Есть, дают. Конечно. Что не видно? По тебе-то видно. Да шучу, я шучу. Да я такой же точно. Да нет, ты поможешь. Спасибо. Во. Парень, выздоравливай. В следующий раз встретимся на пивасе, окей? Страшно ездить в госпиталь. Это страшно. Вот это то, что мы ездили, мы много проехали этого. Вот, и с разными там людьми, с тяжелыми, с очень тяжелыми, в общем. Вот. Полноценными, но не целыми. Вот это страшно.
Только что мы, конечно, в таком месте, но ничего страшного. Все, нюхай солнце. Мне кажется, сегодня важно, чтобы все закончилось, чтобы мы встречались, как Жека сказал, не в госпитале, а встречались в нормальных местах. Желательно вы дома, по ту сторону экрана, а мы по другую сторону. Но для этого надо много всего, наверное, сделать. Частями, ребята, частями. У меня еще здесь. Сейчас будет шутка. Ваш фотограф, да? Да. Интересный был автобус. Вот еще был наш, который в «Слуге народа» был. Мы же его отдали туда, тоже парням, и он ездил и показывал кино. Да, атошником. Приезжал в разные части, приезжал на передовую. Мы оборудовали там звуком специальным, чтобы можно было смотреть. Это прикольно. И было принято решение с Володей непосредственно, что мы его переоборудовываем в передвижной кинотеатр задолго до всех предвиборних кампаній. Як вам вообще автобус, як кіно? Дуже сподобалося, допомагає в заняттях. Переглядаємо відеоматеріали, які допомагають в подальшому підготовлюватися до виконання завдань. Дуже практичне використання. Хочемо подякувати від цього особового складу 95-му кварталі за надану нам допомогу таким автобусом. Он там сейчас, в Луганске, он хорошо известен и в полку Луганск-1, который непосредственно, и ребятам, которые с 25-ки вышли с промки, и 80-ки, которые охраняли Луганскую ТЭС, и то, что там на передке ребята имели возможность в этом кинотеатре посмотреть кино, расслабиться. Кстати, в репертуаре этого передвижного кинотеатра нету ни одного фильма или программы студии «Квартал-95». Хитом показывать их всех является «В бой идут одни старики». Мы делаем то, что считаем нужным. Нет кинотеатра, мы первые сделали кинотеатр на фронт. Нужны были скорые, мы их сделали. И еще будем делать. Там наши ребята стоят. За то, чтобы в этой стране был мир и спокойствие. Чтобы наши дети учились. И самое главное, выучившись, не уезжали за границу. Потому что здесь им ничего не светит. Потому что за 4 года войны, сука, никто не посажен. Никто не ответил ни за Иловайск, ни за Дебальцево. Ну, я бы хотел, чтобы закончилась эта победой, прежде всего, потому что нельзя. Есть там позиция, что нужно где-то как-то, куда-то, что-то им... это не те люди, которые закончат вот так. Это надолго. Нужно побеждать. Надо как можно быстрее это делать, потому что уже нет сил. 5 лет это все идет, люди мучаются, уже люди выросли. Они же там уже насрали в головы так люди, молодежи, которая на той территории. Я же не знаю, что теперь с ними делать. Если ему было 10, через 5 ему уже 15. Через 2 года они его заберут в армию. Он будет против нас воевать. Короче, это какой-то дурдом. Поэтому, как по мне, как можно быстрее это нужно заканчивать. Я хочу, чтобы меня, моя младшая дочь, Варя сейчас спрашивает меня там, папа, почему мы там, почему у нас такая ситуация в стране, почему у нас война. Я ей объясняю, почему у нас война. Так вот, я хочу, чтобы дети младшие ее возраста, допустим, там, Серафима, допустим, которой 4 года, чтобы она выросла и не то, что не говорила об этом событии, а просто для нее оно было как победное событие для Украины. Наша страна собралась, объединилась. Очень классно, что мы объединенные, говорящие люди вдруг на разных языках в одном окопе. И как это вообще? Все поняли, кто на самом деле украинец. В натяжении нервы,
вот-вот разорвутся. Приникаем к экранам, стоит только проснуться. Как дела на Востоке? Где смогли закрепиться? Или танки Таманской переходят границу? За лесами, лугами, где всегда встает солнце, куда прямо с Майдана в бой ушли добровольцы. Верю, что не напрасно пуля жизнь оборвала, ведь любовь не угасла И душа не пропала. Мы теряем рассудок, о войне разговоры, и в пути трое суток, и не спят волонтеры. Собирали всем миром каски, бронежилеты. Пока кто-то пайками торговал в интернете. За лесами, полями улетит мое сердце, где отчизну с боями защищают гвардейцы. Танк сгорел под Попасной, в плен надежда попала, но любовь не угасла. И душа не пропала. Разрывается сердце от разрыва гранаты, но одеты не в берцы, а в костюм депутаты. Где неправда истоки? за державу обидно. Ведь войну на Востоке называют гибридной. Подошла ко мне дочка, забралась на коленки. Сарафанчик в цветочек и в косичках две ленты. Рыжий заяц под мышкой, а улыбка как солнце. И спросила малышка: пап, а когда мы проснемся?